Всем привет! Это новый канал, это Добрые новости, это Андрей Марков, это Евгений Соленков и еще раз, два, три, четыре, пять, 700 человек у нас в студии. Мы начинаем. Первая новость, очень хорошая новость, очень смешная новость. В Бобруйске браконьеры при задержании оскорбляли защитников природы, пытались драться и показывали гениталии. Один из них в грубой форме высказался в отношении сотрудников инспекции, а свой протест подчеркнул демонстрацией своих гениталий. Чтобы усмирить браконьеров-рыболовов, сотрудники применили физическую силу и наручники. После чего доставили в милицию, где возбудили уголовное дело по статье хулиганства за показ мужских достоинств. По словам начальника инспекции, были задержания, драки, но чтобы вот так вот открытые оскорбления и все это показывали впервые. Жень, ты кому-нибудь показывал свои гениталии когда-нибудь? На рыбалке, да. Это же знаменитый ход рыболова-браконьера. Мерились Нет, карасиками своими, да? Известная российская исполнительница Ольга Бузова перенесла свой концерт в Prime Hall, запланированный на 11 марта. Выступление певицы состоится осенью 2021 года. Мероприятие перенесли больше, чем на полгода послушать новую концертную программу The Best Of в исполнении королевы музыкальных чартов и самой популярной персоны Инстаграма на сцене столицы можно будет 21 октября 2021 года. И это очень хорошая новость, потому что белорусов спасли от этой певицы хотя бы на полгода. Удивительно, но не все фанаты даже могут перенести и вынести ее концерт. А она Знаешь, перенесла. вот, Знаешь, как болезнь переносишь. Ольга Бузова перенесла ковид и свой концерт. Вот, замечательно, все, да. прекрасно. Известная группа «Руки вверх», у нас сегодня анонсы будут. Известная группа «Руки вверх» проведет на сцене столичной Минск-арены 2 концерта. То есть Бузова перенесла, а «Руки вверх» 2 концерта. 26 и 27 марта. Информация об этом появилась в инстаграм музыкального коллектива, сообщает корреспондент агентства Минск Новости. У «Руки вверх» есть инстаграм, это тоже очень хорошая новость. Это они стараются быть в тренде. 26-27 марта, Ты Да? смотри. Вот Ребята, оно что. так Жуков продажный дебил. Так Смотри, Жуков-то жучара оказался. Жучара, потому что на 25 марта всякие массовые акции на март. А тут будет А концерт тут «Руки все, вверх». никаких вам. Кому нужна эта ваша ушивая революция, когда... Когда здесь, Вот где это же вот. ручки, где же ваши ручки? Это не эта группа поет. Ну где? Ты что, дурачок? Это «Руки вверх». Алло, давай поднимем ручки и будем танцевать, это вирус. О, лошара. Заходите в инстаграм Жукова, а он есть у него. Пишите, вы вонючки. Да, скажи, вы вонючки, нельзя портить народное свято своими танцами. Все, не приезжайте к нам, вместе с Бузовой ждем вас осенью. На белорусской границе задержали 44-летнего водителя ДАФ, ну не ДАВ, не мыло, а ДАФ, у которого обнаружили 3 килограмма кокаина. Расследование уголовного дела завершено. Все счастливы. Особенно те, кто изъял. В БГУ выпустили первый белорусско-китайский словарь. Оригинальное издание объемом 872 страницы включает более 9000 слов в каждой части. В словаре представлена актуальная лексика белорусского и китайского языка. Также специально для словаря была разработана таблица «Слоги пинь-инь» и их белорусская транскрипция. Для того, чтобы белорусы не переводили Алиэкспресс, а читали на оригинале. Потому что ты видел, какой там перевод? Да, перевод не понять, ужасный, что да. вообще. В Беларуси будут выпускать зубную пасту с антиковидным эффектом. Самое интересное в В этой смысле, новости... она склеивает себе рожу, и ты не можешь дышать через рот? Нет, как сказали белорусские ученые, а такие есть, ты ржешь? что они эту пасту начали изобретать Задолго еще до до ковида. ковида. Да. Да. Помимо пасты еще будет ополаскиватель для рта. Антиковидный. Антиковидный, да. Называется водка в Беларуси, если ты не в курсе. И трактор, да. За 9 месяцев после того, как в прошлом году 10 белорусских птиц получили номера телефонов, на них поступили более 180 тысяч звонков. Что? Прости. Было выбрано энное количество птиц. Так. Каждой птице
присвоили свой номер мобильного телефона. И можно было Позвонить позвонить. Да. Забавно, знаешь, как они трубку поднимают? Чик-чарык. Чик-чирик, да. Я бы очень хотел, чтобы ПБТ расшифровали эти записи. Как они чик-чарыкают, чик-чарыкают, да. Вот номера телефонов птиц. Звоните. Список. Звоните и потом пишите в комментариях, кому вы дозвонились и что они вам сказали. Пул первого показал, кто живет во Дворце Независимости. Неожиданно, да? Черный дрозд. Нет, другое животное. Во Дворце Независимости живут красноухие черепахи. Я понимаю, почему он так долго не может уйти. Ну, потому что это медленные, да, существа. В сети появились эксклюзивные фото с погранзаставы, я выговорил слово это наконец-то, в Столинском районе. Теперь у Беларуси с Украиной появилась морская граница. Вот так это выглядит. Под воду ушел даже мостик, на котором прогуливались пограничники. Сейчас можно прогуляться по дну. В принципе, там, где они и были, на дне. То есть это хорошая новость. Сейчас можно... Во-первых, это все-таки водная граница. Водная почти граница, морская. Да, сейчас должен флот появиться. Сейчас они начнут вести драки прямо и переговоры за шельф. Знаменитый болотный шельф. И, что самое важное, есть очень много в сети фотографий, когда показывают, смотрите, какой в Голландии невероятный мост под водой. Ну, он типа через реку, через канал, но Да, ты идешь, да, а вода да. на уровне плеч у тебя. Но там по сухому идешь, а здесь А вообще... ты уж прямо, типа, на смотри, нас какой сверху хороший мост, и ты вот по чудо-технология. пояс в болоте, да, идешь? Да. Вот, Но он где-то главное, там. что по твердому ступаешь. Это если пограничники не испугались, тогда по твердому. И следующая новость, очень короткая, очень хорошая. 2 белорусски едва не стали проститутками в Москве. Но поступили. Ну, видимо, поступили, да. Это хорошая новость, я считаю. Сейчас на крытой площади Комаровского рынка можно купить килограмм чилийской черешни за 220 рублей. Килограмм черешни 80 евро. А одна сколько ягода стоит? 2 ягоды примерно стоят 5 рублей. Все нормально, $2, одна ягода, $1. Смотрите, биткоины не надо. Не Вкладываем в черешню. Все вкладываемся в черешню. Все, отлично. Это экономический план на следующий Да, взял 5 лет. ведро, отвез бабуле, она в деревне закатала, в погреб поставила, все, ты в любой момент скрыл, богач. Следующая новость. С 1 марта те, у кого есть карточка MasterCard, таких, наверное, мало людей есть, могут оплатить проезд в метро с помощью системы распознавания лиц. Нужно просто посмотреть в камеру. То есть сейчас на 3 станциях метро в Минске, это станция Немига, площадь Ленина и Институт культуры. Можно просто подойти, посмотреть в камеру, и ты своим лицом оплачиваешь проезд. Вышел погулять в воскресенье, а тебя уже по камерам и сразу, поскольку твоя карта привязана, тебе сразу сосчитают штраф за нарушение общественного порядка. Интересно, а если ты вот прогуливался по городу, Да. тебя, что нередко случается, менты избили, Да. и ты не можешь поехать на метро, потому что тебя Не узнает узнает просто. лицо. Вот плохая новость. Международные новости. У нас есть всегда такая рубрика, мы говорим то, что происходит вне Беларуси, но очень забавная. Австралийская авиакомпания Qantas запустила загадочные рейсы с неизвестным пунктом назначения, о котором пассажиры узнают только при посадке. То есть ты покупаешь билет на самолет, садишься в самолет и летишь непонятно куда. Самый дешевый билет стоит эконом-класса $580. Пришел ты в аэропорт Сиднея, сел в самолет и вышел в Минске, например. И ты такой... И все, и попал в ад. Так, путешествие в ад. Слушай, в И вот Беларуси... по Беларуси надо такие рейсы делать. Слушай, в Беларуси тоже примерно такие же туры, потому что тебя просто с улицы забирают и И ставят не в из- и- непонятно в какую тюрьму, и ты еще платишь за это. Итак, следующая новость. Американская фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, вот это человек, заснула в кресле у парикмахера с открытым ртом и стала предметом шуток в соцсетях. Фотография появилась на странице в Инстаграм ее мастера Криса Эпплтона. Ким оставила комментарий стилисту под этой фотографией: «Я тебя ненавижу, ты меня утомил». Высказалась она и добавила смеющиеся эмоджи. Подписчиков Эпплтона также повеселила эта ситуация. Перетрудилась самый занятой человек в мире, написали они под фотографией Ким Кардашьян. Ну, вот такая новость. Это стало сейчас открытый рот Ким Кардашьян стал мемасиком и облетел уже весь интернет. Ты видел Что, открытый рот эту Кардашьян? фотографию, нет?
Нет, я пару раз видел, как ты спишь точно так же. Мне кажется, что в этом ничего нет странного, но спит человек, открыл рот. Вот если бы этот парикмахер... Ну мы-то не Ну знаем, да, то есть и он потом фотографию это выложил, видно. а потом говорит, что хотите полное видео, присылайте денежку на счет Я вам такой-то. скину, да. Да, уродские шуточки, но... Трехкратный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что хотел бы сыграть за какой-нибудь футбольный клуб. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Красава. По словам Хабиба, он уже получил предложение от нескольких турецких клубов, и Златан Ибрагимович пригласил его в Милан. Но Хабиб сказал, я бы хотел сыграть за наш российский Спартак. Не надо это представлять. Скоро будет футбол, там играет в одной команде Хабиб, Конор, там все, на воротах будет Валуев, не знаю почему, просто стоят, может, большой человек, он уже ходить, наверное, не может. Мне кажется, это очень плохая идея, потому что, во-первых, у него никто не берет мяч, потому что будут бояться. Потому что он будет Во-вторых, вот так. болельщики не смогут болеть против команды, в которой он играет, потому что он будет бросаться на трибуну и всех избивать. Ну и эти знаменитые пенальти прогибом, это тоже все должно случиться. Следующая, последняя новость на сегодня, у нас сегодня же 8 марта, и новость тематическая. Вчера в Могилеве прошел фестиваль Fem Day, посвященный Международному женскому дню. В рамках фестиваля прошел воркшоп о телесности Пусси, называется Пусси. Организаторы рассказали, почему на здании в городе нарисован греческий атлет с листом вместо пениса, и о том, почему символикой женского здоровья является цветок. Также на воркшопе участники лепили брошки вульвы. Если вы встретите женщину с брошью вульвой, это участница замечательного фестиваля Fem Day. Впервые женщины вышли 8 марта на протест, на марш. Это были проститутки в одном из американских городов. Капец тебе, короче. Не, это реально были проститутки, которые вышли с требованием повысить зарплату морякам и выплачивать им зарплату не когда они домой возвращаются, а вот побольше платить в других портах, чтобы они могли платить проституткам. Потом, через год, этот марш проституток повторился в Европе. Потом, спустя десятилетия, все больше проституток начали выходить по всем городам и требовать, по-моему, в Голландии вышли проститутки и требовали того, чтобы и их в правах приравняли к швеям. И это все было 8 марта. А потом уже в Германии все это увидели и прочувствовали небезызвестные Люксембург и Цеткин. Как ты вышел на эту информацию? Подожди, наверное, вводил в гугле проститутки. А потом своему и мужу... пошло-поехало к этому, короче. А в России эта идея пришла так. Вот, есть праздник, надо сделать Международный женский день. Не важно, с чего все началось. Главное, чем это закончилось. Да. А заканчивается этот все... выпуск поздравлением от нас, мужчин. Вам, прекрасные женщины, наши дорогие, милые, ненаглядные, неповторимые, с праздником вас! Мужчины, если вы нас смотрите, пишите в комментариях поздравления женщинам. Да, что ты хочешь? Правильно еще говорить неверогодные. Неверогодные наши. Молодец. Неверогодные наши. Поздравляем вас с 8 марта. Мы вас очень любим. Это были добрые новости Андрея Марков и вот эти прекрасные люди. Пошел в жопу! Ой, еще, а ты пока еще хотел? А можешь еще раз крикнуть пока? Это очень хорошо. Самое главное, обязательно, выпуск, в принципе, не важно. Главное, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Если вам, прям очень не понравилось, пишите комментарии, желательно от 4 слов, потому что только тогда YouTube будет понимать, что вы не робот, а живой человек. Делитесь этим видео и давайте дружить. До встречи.